Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы будем делать расклад на колоде Таро. Новый возлюбленный. Какой мужчина на пороге? Давайте посмотрим, какой мужчина идет в вашу жизнь. Первый вопрос, конечно же, будет, идет ли он вообще? А затем посмотрим, каким он будет, где вы его сможете встретить. Итак, смотрим. Идет ли в вашу жизнь новый мужчина? Императрица, страшный суд и тройка пентаклей. О, смотрите-ка, король мечей на дне колоды. Зеленый свет нам дают. Вы показаны императрицей, желанной для мужчины и женщиной. Тройка пентаклей указывает на то, что некого мужчину вы вдохновите на подвиги, может указывать на развитие отношений, новых отношений. И карта «Страшный суд» – улучшение в жизни и исполнение желаний женщины, желаний императрицы в том числе. Есть, конечно, тут намеки на то, что вы этого человека уже знаете. Карта «Страшный суд», он для вас родной. Но давайте не будем углубляться в прошлое и будем все-таки рассматривать нового человека в вашей жизни. Вы показаны императрицей. Императрица не одинокая женщина. Это мать, жена, любимая и желанная женщина. Поэтому давайте пойдем дальше и будем смотреть, какой мужчина идет. Кстати, это может быть король мечей, да, все-таки на дне колоды. Какой мужчина идет? Шестерка кубков, вы смотрите, что делается. Девятка пентаклей. И пажик кубков. Опять у нас переплетается прошлое. Шестерка кубков нам показана. И, возможно, этот человек будет похож на кого-то из вашего прошлого. Или вы будете сравнивать его с кем-то или с чем-то, что в вашей жизни уже было. И то, что вам хотелось бы повторить. Вы хотели бы, чтобы в вашу жизнь вошли чувства, которые вы уже когда-то пережили. Но девятка пентаклей говорит, что это чувство будет более насыщенным и более интересным. Итак, какой мужчина? Кстати, мужчина может быть точно в таком же положении, как и вы. Мужчина, который пытается вернуть прошлое или хочет, чтобы в его жизни что-то, что доставляло раньше ему удовольствие, повторилось вновь, вернулось. Шестерка кубков и пажик кубков. Мужчина романтичный, легкий, общительный, добродушный, может быть, слегка наивный. И девятка пентаклей. Этот мужчина доволен своей жизнью. Может быть богатым, обеспеченным. Многого в жизни добился этот мужчина сам. Ему не с неба свалилось. Он доволен своими жизненными результатами в целом, но стремится к новому. Пажик, да? Не прочь свою жизнь обновить или сделать ее еще лучше. У мужчины могут быть дети, или мужчина любит детей. Ему хотелось бы, чтобы в его доме были дети и наследники в том числе. Девятка пентаклей говорит о том, что мужчина умеет зарабатывать деньги, может быть близок не только к обществу, но и к природе. Может, любитель рыбалки к вам идет. Можно сказать, что этот человек без темного прошлого, все-таки шестерочка кубков у нас показана на прошлое. Может быть, он просто полностью освободился от этого прошлого. Остались прекрасные воспоминания, и он этим довольствуется. Может быть, он просто в мире живет со своим прошлым, нет у него ни обид, ни злости. Девятка пентаклей. Он сегодня наслаждается своим одиночеством или тем, что может себе позволить жить без тянущих его ран. Мужчина абсолютно готов к новому. Пажик кубков. Мужчина моложавый, просто молодой, молод в душе.
Может быть, кстати, капризным и в некоторых вопросах эгоистичным. Натура оптимистичная. Мужчина знает себе цену, но излишней заносчивости в нем нет. Вот девятка пентаклей нам говорит, что мужчина может быть вполне состоятелен. Давайте уточним этот вопрос и посмотрим, что у мужчины с финансами. Королева кубков. Мы смотрим финансы. Тройка мечей и рыцарь мечей. Мужчина может быть недоволен своим финансовым состоянием, хотя у него все совсем не дурно. Может быть свой дом или квартира, автомобиль. На нем есть некое бремя, которое доставляет ему неудобства. Это не обязательно алименты, да, хотя королева кубков показана. Это может быть кредит, ипотека или некая добровольная помощь кому-либо, которую он вменил себе в обязанность, хотя она ему по какой-то причине не очень нравится. Этот мужчина может позволить себе траты, преувеличенные, на себя любимого. Если ему что-то приспичило, он пойдет и отвалит сумму, которая на это необходима. Необходимо на удовлетворение его желаний. Рыцарь мечей может указывать на то, что у мужчины постоянные новые источники заработка. Он изобретает что-то новое, то, что приносит доход и новые возможности заработка. Тройка мечей может указывать на то, что в жизни мужчины были потери денежные. Но рыцарь мечей показывает на будущее, и он говорит, что мужчина вот эти все свои потери он перекроет. Перекроет с лихвой, а может быть и уже все нагнал, и все эти его потери уже оправданы. Мужчина зарабатывает больше умственным трудом, чем физическим. Также, как один из вариантов, этому мужчине может приносить доход, интернет, домашний бизнес, свое личное дело, за которое он переживает. Но так как мужчина хваткий, он в целом свое все равно берет. Своим умом, энергией и уверенностью в себе. Вот этот мужчина, сколько бы он ни имел, он постоянно хочет больше. И даже тогда, когда у него все хорошо, ему кажется, что ему обязательно нужно постараться еще. Ну что, давайте посмотрим, где вы встретить его можете. Где вы встретить его можете, посмотрим. Десятка кубков. Где-то в хорошем месте. Туз жезлов и восьмерка кубков. Десятка кубков нам указывает на любые красивые места, где могут собираться люди и близкие в том числе. Места отдыха, парки, кинотеатры. Там, где приятно провести время. Места, где человек получает много приятных эмоций. И праздничные мероприятия в том числе. Туз жезлов, конечно же, может указывать на работу. Там, где жарко. Сочетание с двумя кубковыми картами, конечно, это может быть море, юг. Там, где вода. Ну и восьмерка кубков может указывать в первую очередь, конечно, на дорогу куда-либо. Также это может быть необычное для вас место, непривычное. Или даже то, где вы раньше не были. Может указывать просто на открытый воздух. В общем-то, все три карты об этом могут говорить. А также место, где вы можете быть временно, не постоянно. Вообще, конечно, все три карты так и хочется сказать, что какая-то женщина встретит своего мужчину на отдыхе, в отпуске. И где-то в теплых краях. Давайте посмотрим, для чего он к вам идет. Для чего этот мужчина идет в вашу жизнь. Туз чаш. Для любви идет. Для нового начала. Колесница. Ух ты, карта мир. Два старших аркана. Ой, смотрите, как король кубков. У нас одни короли, да? Смотрим на мужчин, и на дне колоды время от времени мужчины. Прекрасно. Два старших аркана, колесница и карта мир.
нам сразу заявляют, что мужчина идет для чего-то очень важного. Туз кубков говорит нам о любви. Для чего идет мужчина? Для любви и для обретения счастья жизненного. Мир для нового жизненного этапа. Закончить старое, начать новое. И колесница для развития, для стремления вперед, для того, чтобы смело смотрели в будущее. Для того, чтобы стать лучше самой. Для того, чтобы стала лучше ваша жизнь. Вы как будто на ступенечку выше подниметесь. Для достижения состояния, когда человек понимает, счастье в жизни есть. Есть любовь, есть страсть, есть гармония абсолютнейшая. А карта мир вообще может говорить, что может прийти осознание, вот он мой мужчина, стремиться больше не к чему. То есть большего не нужно. Вот оно, мое идеальное состояние, и вот он мой идеальный мужчина. Мужчина откроет вам новые жизненные грани. Вот этот человек каким-то образом вас осчастливит, а вы осчастливите его. Какой-то женщине, конечно, здесь идет переезд. Для чего идет в жизни? Вот для того, чтобы вы сменили место жительства, место своей дислокации. Женщина, когда далеко у нас поедет, да, за границу, в том числе карта мир, колесница. Куда поехала, далеко поехала. А может быть, вы не любили никого? И нам здесь говорят, что с приходом этого мужчины вы поймете, что такое настоящее чувство любви. Или мужчину научите любить. До совершенства, да? А может быть, вы просто давно не улыбались? И для чего идет мужчина? Чтобы вы просто улыбнулись, порадовались жизни. Хотя, конечно, нам здесь показывают что-то глобальное, да? Карта мир, колесница. Мужчина идет для каких-то масштабных изменений в вашей жизни. Причем изменений в лучшую сторону. И чтобы ваша жизнь стала лучше именно качественно лучше. Нам говорят, вот вы будете полны энергии жизненной. Давайте посмотрим дальше, к чему приведут ваши отношения в итоге. К чему приведут ваши отношения или могут привести. Посмотрим на перспективы. Карта судьбы выходит. Прекрасная карта возможностей жизненные. Ух ты, тайная жрица на дне колоды. Колесо фортуны нам сразу говорит, что вы друг для друга станете подарками судьбы. Судьбоносная карта выходит. Каждый из вас при встрече друг друга подумает, наконец-то мне улыбнулась фортуна. Удача на моей стороне. А вот сможете ли вы ухватить эту самую удачу, покажет время. Колесо фортуны нам говорит о том, что ваша встреча предопределена, она неизбежна, может стать неожиданной, как вот счастливое стечение обстоятельств. Это может быть интересный жизненный момент, который запомнится надолго. Вы потом вместе будете вспоминать о своей первой счастливой встрече, которая была, возможно, необычной для вас обоих. В отношениях партнеров не исключены переломные моменты и не один. Отношения время от времени могут проверяться на прочность. То есть, например, стычки характеров, жизненные обстоятельства, ситуации, которые затрудняют общение, то страсть, то охлаждение, то есть погода переменчива может быть. Но это может быть не просто красивый роман, но и долгие, насыщенные эмоциями, предначертанные свыше, абсолютно неизбежные, счастливейшие отношения. Встреча как предпосылка для возможного долгого счастья. Жрица на дне колоды у нас сейчас показана. Может говорить нам о том, что этого человека пока вы не видите. То есть намекать на появление в жизни действительно нового человека. Он и вы для него сегодня тайна, которая скоро откроется в жизни каждого. Жрица может намекать на то, что ваши отношения начнутся не с бешеной страсти, а с платонической любви. То есть чувства могут развиваться от разума к сердцу и ниже, а не наоборот. Вы, конечно же, можете быть какое-то время друг для друга загадкой, которую каждый из вас будет пытаться разгадать. А нам также могут здесь говорить о том, что вы будете мудрее, чем ваш мужчина, опытнее,
рассудительнее в тех же обычных житейских вопросах. Жрица, конечно же, может указывать на то, что некий мужчина за вами со стороны уже наблюдает, и вы для кого-то являетесь тайным интересом. Конечно, она может с таким же успехом говорить о том, что это ваш тайный интерес на сегодняшний день, и вы каким-то образом найдете выход своим желаниям. И некая таинственность – это просто закрытость, а не то, чтобы вы не видите друг друга пока еще. Жрица наряду с колесом фортуны может говорить о том, что пассивная жизненная позиция может тормозить встречу нового партнера, но сама встреча уже предопределена, и поэтому здесь, скорее всего, достаточно просто стать вам более открытой, готовой принять в свою жизнь нового человека и новую любовь. Ну что, давайте будем заканчивать расклад, и сегодня для обережка мы оставим императрицу обязательно. И туз кубков. Новая любовь в жизни женщины. Вот таким вот образом. Остальные карты соберем. О, десятка кубков, да? Давайте десятку кубков еще оставим. И соберем прекрасный оберег. Напоминаю, что под видео есть переходы на другие каналы Юпитер Magic Cat Tarot, а также контакты для обращения за личным раскладом. Также напоминаю, что наши обережки можно скринить, обращаться к фотографии время от времени и привлекать в свою жизнь желаемое. Сегодня в нашем обереге туз кубков, императрица и десятка кубков. Встреча любимого человека, обретение жизненного счастья, долгая, светлая, счастливая семейная жизнь, взаимные чувства. Ну и сама императрица, мать, жена, любимая женщина, уважаемая, достойная, богатая, довольная своим положением. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, самого светлого. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на другие каналы Юпитер Magic Cat Tarot. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч!